сделал себе в хозяйство винтовой пресс. Именно винтовой, чтобы был с большим ходом. Благодаря этому он получился очень универсальным. Делаю на нем склейку материалов, прессовку оттисков, запрессовку различных подшипников, втулок, некоторые виды сгибания заготовок, прессовку топливных брикетов, даже отжим фруктового сока под вино. Пресс сделан из простых материалов, их можно купить на любом рынке. Основа профильная труба 50 на 20 мм. Для начала соберу установочную раму. Для выравнивания и крепления на сварочном столе я использую магнитные уголки. В качестве сварочного стола обычный лист металла. После выравнивания заготовок проверяю совпадение диагоналей и равномерность сторон основания. Также точность прямых углов. Я варю полуавтоматом. Очень удобно. Сварочная смесь, углекислота плюс аргон. Металл обычный, так что в общем можно варить электродами. Уйдет чуть больше времени на зачистку и выравнивание. Сначала прихватываю сваркой заготовки по углам. Еще раз контролирую диагонали и углы после прихватки. Чтобы рама не изогнулась в процессе, провариваю равномерно со всех сторон. Сначала внутренние и наружные углы. Два внутренних элемента основания, в которые упирается поршень пресса. На них при работе пресса кладется опорная пластина или бруски под различные нужды. Также сначала прихватываю в нескольких местах, потом провариваю. Важно, чтобы элементы были в одной плоскости с рамой, поэтому собирать основание лучше на ровной поверхности.
рама основания готова. Осталось зачистить швы до плоской поверхности. Для сварки верхней крестовины и выравнивания штока мне понадобится центр внизу, поэтому временно вставляю еще один элемент. Поскольку он съемный, замечаю его позицию относительно сторон и ставлю метки. После этого отмечаю центр перекрестием диагоналей. Направляющие штока я взял две соединительные гайки или удлиненные. Шток и гайки с резьбой М20. Готовлю 4 одинаковых заготовки под плечи крестовины. Размечаю прямо по месту. Теперь делаю их одинаковыми и обрезаю. Для удобства дальнейшей покраски все детали зачищаю до сварки. Использую обычную шлейф-машину. Теперь прихватываю плечи крестовины к центральной гайке.
все ровно прихватываю с обратной стороны. Проверяю, что крестовина ровная. Теперь провариваю полностью контур соприкосновения плечей и гайки. Зафиксирую готовую крестовину по месту. Приготовлю 4 стойки из той же профильной трубы. Для удобства работы зафиксирую угольник струбциной, чтобы было на что опереть стойку. Опирая стойку на угольник, слегка прихватываю. Прихватил все 4 стойки, по одной точке на каждую. Варить их еще рано. Сначала нужно выровнять всю конструкцию и закрепить наверху крестовину. Креплю ее струбцинами к стойкам. Для центровки штока воспользуюсь временным центром на элементе, который сделал заранее. Выставляю элемент по прошлым меткам. Теперь аккуратно вворачиваю шток.
Выравниваю положение крестовины, чтобы отцентрировать шток. На всякий случай проверю вертикальность стоек. Теперь все стойки можно прихватить в нескольких местах. Еще раз контроль вертикальности. Теперь все стойки можно окончательно приварить внизу. Сейчас выравниванием крестовины еще раз отцентрую шток. Привариваю крестовину к стойкам. Лишнее обрежу и сразу зачищу все сварные швы, чтобы было красиво. Штоку нужна вторая направляющая, чтобы внизу он не гулял. Закрепляю ее на раскосинах. Здесь будет достаточно только 2 плечей. Размечаю их прямо по месту. Смотрите продолжение во втором видео. Спасибо за внимание.